В тот вечер в поселке было непривычно тихо. Только сырой сентябрьский воздух пробирал до костей, поэтому я накинул старую фуфайку и вышел во двор, чтобы проверить печь в бане, которую затопил еще пару часов назад. Обычно моя немецкая овчарка по кличке Гром всегда крутилась под ногами, ожидая команды или возможности заскочить в предбанник погреться. Но в этот раз пес вел себя совершенно иначе. Он стоял прямо посреди узкой тропинки, ведущей к постройке. И как только я сделал первый шаг в его сторону, Гром прижал уши к голове и издал такой утробный рык, какого я не слышал от него за все 8 лет нашей совместной жизни. Я сначала подумал, что пес учуял под забором какую-нибудь бродячую кошку или ежа, поэтому попытался отогнать его привычным окриком, но собака даже не шелохнулась, продолжая преграждать мне путь и скалиться на своего же хозяина. Прошло около 2 часов, а ситуация не менялась. Гром буквально забаррикадировал проход, и любая моя попытка приблизиться к бане заканчивалась тем, что пес вставал в боевую стойку, демонстрируя полную готовность атаковать. В голове начали крутиться нехорошие мысли о бешенстве или внезапном психическом расстройстве у животного. Ведь причин для такой агрессии просто не существовало. А жар в бане тем временем уже должен был начать спадать. Когда наступили глубокие сумерки и туман начал застилать сад, я решил зайти с тыльной стороны постройки, где у меня была сложена поленница, чтобы через маленькое окошко парной попытаться разглядеть, что так сильно напугало или разозлило собаку. Я осторожно пробирался через мокрую траву, стараясь не шуметь. И когда, наконец, взобрался на край поленницы, мое лицо оказалось почти вплотную к засаленному стеклу маленького окна. Внутри предбанника было темно, только тусклый свет от догорающих в топке углей давал слабую видимость. Но этого хватило, чтобы мои ноги стали ватными от увиденного. На узкой лавке прямо напротив двери сидел человек в грязной оборванной одежде, который совершенно неподвижно смотрел прямо в окно, будто ожидал моего появления. Это был наш сосед Степан, который пропал неделю назад и которого искали всем районом. Но сейчас он выглядел как совершенно другой человек. Ввалившиеся глаза, бледная кожа и тяжелый колун в руках, который он сжимал так крепко, что побелели костяшки пальцев. Я понял, что Гром все это время не пускал меня внутрь, чувствуя чужого и понимая, что за дверью меня ждет неминуемая беда, потому что Степан явно не собирался просто так уходить из моей бани. Я медленно сполз вниз, стараясь не выдать своего присутствия, и на негнущихся ногах пошел к дому, чтобы запереть двери и вызвать наряд полиции, пока овчарка продолжала нести свою верную службу на темной тропе. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.